Все корпуса как корпуса, а этот как глубоководная рыбка, попавшая на сушу, вывернут наизнанку. И да, ежели ты давно подыскивал корпусяку с окном справа, то это тот самый диковинный вариант. В данном видео я расскажу о преимуществах, недостатках и отличительных особенностях корпусянского вывертыша Silverstone RL08. Первое, о чем определенно следует сказать, что это именно мини-тавер формат, рассчитанный под платы Micro ATX, Mini DTX и Mini ITX. И сказать, конечно, что является компактным, поскольку довольно широкий, шире жопы той твоей вредной училки, но зато благодаря этому в него впердоливается даже огромная башня высотой до 168 мм. Основной особенностью данного корпуса является расположение окошка. Оно находится справа, а посему, если ты любитель знатно поебаться, материнская плата, устанавливающаяся вверх ногами, со всеми вытекающими из этого последствиями, поистине выжмет из тебя весь пот, изогнув в 3 погибели. Что касается стоимости, вообще корпуса Silverstone не особенно отличались когда-либо бюджетностью, зато при этом обладали действительно интересными техническими решениями и адекватным качеством. Redline 08 стоит от 8 до 11 500 рублей. В некоторых населенных пунктах ДНС ныне выдает цену почти 6 тысяч рублей. С чем связана такая невиданная доселе щедрость, честно говоря, не имею ни малейшего представления. Итак, ценник достаточно-таки высок, а потому и претензии сформируются не минимальные. Передняя панель имеет строгий дизайн. Красная вставка – это цельный кусок металла с фактурной шершавой окраской. Здесь расположены стандартные элементы, включая пару USB 3.0. Кнопка Reset упразднена. Хрен пойми с каких пирожков присунут отсек под 5.25 привод. Надобность оптических приводов – дело исключительное в 2021 году. Да, можно прикрутить реабас и бла-бла-бла-бла-бла, но... Сетка передней панели, признай, тонковата и при любом нажатии беззаботно играет. Потолще бы неплохо. Девочки поймут. Хотя, что ж это я? Мы ведь живем в прогрессивном мире, пацаны тоже поймут, да? Ну, шучу, конечно. Я, знаете ли, хоть и не против ЛГБТ-сообществ, но меня кое-что в данных движениях все-таки смущает, а именно избыточная популяризация. Что вы думаете на данный счет? Заметили ли тенденцию в каждой киноленте приткнуть пенис одного из главных персонажей в попу его друга? Пишите, интересно мнение каждого. Продолжаем. Воздух дополнительно также поступает справа от торца передней панели, сверху через вот такое необычное отверстие и еще даже снизу. В общем, рыбка наша с кислородным голоданием явно не столкнется. Дабы беспроблемно извлекать съемный фильтр для чистки, морда корпуса снимается чрезвычайно легко. Она, к слову, на пластиковых защелках. И вот нас догоняет маленький косячок. Метод крепления передней панели исключает возможность переноса фронтальных вентиляторов на внешнюю сторону корпуса, а посему придется выбирать между фильтром и видными вентилями с подсветочкой. Фильтр при извлечении сделал хруст, из чего делаю вывод, что пластик рамки тут таки низкого пошиба. В комплекте с корпусом поставляются 3 вентиля, о 2 в текущий момент и пойдет речь. Это 220-ки с RGB и 3-пиновым коннектором. Никакого управления пошим. На мой взгляд, лучше установить 140-е вентиляторы, влезет же опять только парочка. И отмечу, что их размещение возможно только изнутри из-за вышеупомянутой сеточки. Хотелось бы 3-й вентиль, но, увы, ах, это будет еще то наколхозивание. Фильтры еще имеются в 2 местах. Под блоком питания, туточки он вполне себе не дурной, и на верхней панели, этот покрупнее, да на магнитах. На верхнюю панельку, верхняя и нижняя панель, как классификация проституток, можно определить пару 120-х или 140-х, либо СВО до 280 мм. Боковая панель стеклянная с приличным затемнением, снимается по типу обыкновенной боковой крышки, а это не ахти-то как удобно, ибо ее риск навернуть очень-таки высок. Думаю, на рейтинге корпуса благоприятно сыграло б наличие петель. Что же с внутренностями? Отдел для блока питания и накопителей остался внизу. Эстетически приятное решение. Дырочки для проводки имеют... что это? Шторочки? Сфинктеральные мышцы? Хрен знает, короче, но прикольно. Остальные же отверстия крайне аккуратно завальцованы. Заглушки задней панели съемные, и за это определенно всучаем плюсик. Задний вентиль, ну тот третий, что поставлялся вместе с корпусом, тоже 3-пиновый, но уже без подсветки и с иной формой лопастей. А теперь она странная пупырка. Это Заюша-подпорка для длинной видеокарты, которая, как ты помнишь, располагается под потолком, а следовательно нуждается в дополнительной поддержке. Отсек под привод, мне кажется, лишний, оттого охотно демонтирую благодаря этим славным малятам по периметру, тогда видюхе будет еще уютнее. Что ж, пора перейти к тому, что смогло бы тебя удивить.
Сняв левую крышку, наконец имеем возможность оценить качество металла как крышки, так и скелета корпуса. Он тут не сказать, что монументальный, поскольку из общих чуть более 6 килограммов половину, если не больше, весит именно стекло. Но тем не менее, конечно, далеко не фольга. В общем, вполне себе малыш-крепыш. Пакетик с допами. Он, знаете ли, от тех же кредитных очень отличается, ибо поистине минимален. Включает в себя набор болтов, одну стойку под материнку и головку для закручивания стоек с помощью отвертки. Увы и ах, разветвителей под вентиляторы и RGB подсветку наблюдать не приходится, а они, между тем, оказались бы весьма уместны, ведь микро ATX платы не способны похвастать большим набором коннекторов под вентили. В общем, придется докупать. Салазки под харды пластиковые, раздвижные, не имеющие виброгасов. Пластик достаточно жесткий, в связи с чем слышится грохот, стимулирующий соседей по квартире обозначит твою личную жизнь как беспредельно бурную. Для оговариваемой ценовой категории Йента, как ты понимаешь, минус, а вот под блок питания сделаны резиновые упоры. Отлично. Помимо 3 штучек 3,5 мм хардов имеется металлическая рамка для крепления 2 накопителей формата 2,5 мм, расположенная за материнкой. Несмотря на форм-фактор, в корпусе действительно много места. Максимально возможная длина блока питания 220 мм. Однако для установки таких параметров корзинку под харды придется сдвинуть маленько вперед, открутив 5 болтичков. Стандартный же ATX BP длиной 150 мм, даже не имея модульной конструкции, влезет, как влезла в меня за час целая упаковка пирожных. Аппетит не сдувается, жизнь вновь размножается, по минутам, а не по дням, позволяю себе ням-ням. Есть при этом один важный нюанс. Помнишь ведь, что видюха-то наша под потолком чилит? Ну вот, не всякий кабель питания туда дотянется. Мой вот не дотянулся. Оттого да нельзя, кстати, оказался уже имевшийся у меня в наличии удлинитель. Так, простора для кабелей в корпусе, как для кабелей в постели твоей бывшей, с избытком. Одним словом, за удобство кабель-менеджмента твердая пятка-терочка. И чего же это нам с тобой не хватает? Ну хотя бы самого дешманского контроллера подсветки, вентиля-то с RGB. Вдруг на материнке не будет поддержки RGB, а? Как нет тебе поддержки, когда ты в ней так нуждаешься? Да, в современной сборке это маловероятно, но я же не вротик, я же волнуюсь за тебя, мой сладенький. В общем, что сказать-то? У меня вот, короче, нет RGB-контроллера, только ARGB, так что родные вентили без колебаний меняются на Arctic, обзор которых валяется в TikTok, ссылка в описании. Зафиксировать пришлось стяжками. Колхоз! И барабанная дробь. Видеокарта, точнее ее положение. А в каком она положении? Она в положении. Видеокарта устанавливается вентиляторами к верхней крышке, что приводит к забору воздуха сверху. С установкой водянки же возникают некоторые сложности. Физически ее воткнуть можно, но по канонам качественно выполненной сборки вентиляторы СВО работают на выдув. Что получается? Между водянкой и видеокартой образуется зона пониженного давления, и эту проблему можно было бы нивелировать как раз за счет установки верхнего вентилятора на фронтальной панели, который подкидывал бы требуемый свежий воздух. Таким образом выясняем, что третий вентилятор – это не только эстетика, но и необходимость в ряде случаев. Естественно, это не имеет значения, коль в сборке задействуется обычная башня, ну либо водянка установлена на фронтальной панели, чего я, в принципе, не рекомендовала бы. В таком случае, между прочим, и видюхе ведь можно помочь, докинув наверх палочку вентиляторов на вдув. Палочку на вдув кинуть, ебучую палочку. Расставание мне не на пользу. Еще при сборке выявился недостаток в отверстиях для саташников, передней панели, USB, коннекторов вентиляторов и прочего, что расположены над материнской платой. Провести ворох проводов реально лишь через половину корпуса, либо через это малюсенькое окошечко. До коего еще попробуй дотянуть что-либо-нибудь. Для аккуратности сборки приходится тянуть проводку фронтальной панели под материнкой, а это не шибко правильно. Всего лишь пара отверстий решили бы проблему раз и навсегда. А потому не мучай руку, найди, наконец, подругу. Да, немаловажный момент. В наблюдаемом случае особенная ситуация с настройкой воздушных потоков, о коих уже говорила в иных выпусках. Здесь можно создать инвертированное охлаждение, запор воздуха будет происходить сзади и сверху, а выходить через переднюю панель. И можно повторить мою конфигурацию. Забор происходит спереди и сверху, а выдув сзади. Это приемлемо даже с учетом радиатора водянки на передней панели.
И вот наслаждаемся результатом, утихомирив пред этим истерику мышечной памяти бывалого сборщика. Внимание таковая сборка, думаю, привлечет, плюс позволит правильно расположить системник во многие компьютерные столы. В корпусах ценовой категории 80 тысяч рублей лично мне хотелось бы видеть полный фарш в виде качественной сетки, нечеток вентилей, причем желательно с RGB, да полным комплектом разветвителей. Если откинуть претензии к недочетам, которые, надеюсь, будут исправлены производителем, то Silverstone RL08 вполне добротный вывертыш со строгим дизайном, приличной продуваемостью и кучей места для практически любой сборки. И рассматривая данную стоимость, конкурентов сыскать нетрудно, бывают варианты даже дешевле. Если счел бы занимательным просмотр обзоров от меня каких-то необычных железок, пожалуйста, дай мне об этом знать посредством комментариев. Понравился ролик? Поставь лайк. Понравился канал? Подпишись, ведь если ты дебил, будет интересно. Спасибо вам, мои пушистые, за тепло и ожидание. Простите мне мою непродуктивность, я очень грустила. Ценю каждое доброе слово, что мне адресовано, и вы действительно даруете мне радость. Обнимашу крепче, чем асфальтоплачек дорожное покрытие.